Привет, с вами я, Марина. И я, Максим. И это специальный выпуск RAM News. Сегодня исполняется 45 лет соло-гитаристу и основателю группы Rammstein Рихарду Круспе. Команда RAM News и фан-сайт RamClan.ru от всей души поздравляет Рихарда с днем рождения. Желаем ему здоровья, побольше радости, счастья в жизни и чтобы продолжал нас радовать своей бешеной энергией и мастерством игры на гитаре. Желаем ему преданных друзей и творческих успехов. А теперь немного из биографии Рихарда. Рихард Круспе родился 24 июня 1967 года в городе Виттенберг. До 17 лет он жил в крошечной деревушке Вайзен с родителями, братом и сестрой. Но вскоре родители развелись, и он оказался в Шверине, в доме своего отчима. Судя по немногочисленным рассказам Рихарда, отношения между ними как-то сразу не сложились. Когда мне было 12, вспоминает Рихард, в моей комнате висел постер группы Kiss. Мой отчим как-то раз сорвал его со стены и порвал его на мелкие кусочки. Я не спал потом всю ночь, но на следующий день склеенный плакат висел на прежнем месте. Увлечение музыкой, начавшееся с подражания любимым Kiss, постепенно начало перерастать в нечто большее. Мне было 12, и я постоянно слушал музыку. Слева от меня стоял проигрыватель, справа магнитофон, посередине сидел я и всему этому подпевал. Однажды я понял, что у меня есть талант. Тогда я начал упражняться, 2 года подряд, около 6 часов каждый день. Способности Рихарда отмечала и его школьная учительница музыки, которая считала, что у мальчика хорошее чувство ритма, и его надо отдать в музыкальную школу. В результате Рихард стал единственным из рамштайновцев, кто получил музыкальное образование. Произошло это уже не по родительской указке, а по велению сердца. Толчком послужила полуромантическая история. Когда мне было 16, я со своими друзьями побывал в Чехословакии и в конце поездки купил гитару. Сначала я хотел продать ее, потому что в ГДР гитары стоили довольно дорого, а деньги для меня были делом не лишним. На обратном пути мы остановились в палаточном лагере. Я сидел около костра, и какая-то девушка попросила меня сыграть. Я объяснил ей, что играть я не умею, но она продолжала настаивать. Я взял гитару и начал дергать струны. Чем громче я играл, тем больше ей это нравилось. Музыка долгое время оставалась для Рихарда увлечением, а не профессией. Зарабатывать на жизнь приходилось самыми невероятными способами. Как и в Советском Союзе, в ГДР существовала система школьной профессиональной подготовки. Иначе говоря, в старших классах школьник сам выбирал себе специальность, по которой проходил обучение раз-два в неделю. Рихард окончил свою школу со специальностью повара. И хотя надолго он в профессии не удержался, в первые годы полученные навыки ему весьма пригодились. За свою трудовую биографию Рихард успел также поработать дальнобойщиком, но после аварии у него отобрали права. Мойщиком окон, однако уволился, потому что боялся высоты, продавцом и даже обувщиком, сам делал тапочки и продавал их на рынке. «Слава богу, хоть руки у меня растут из нужного места», — говорит Рихард. «Так что, когда голод берет за горло, я становлюсь неожиданно изобретательным». Был 1989 год, и до падения Берлинской стены оставались считанные месяцы. Страна погрузилась в глубокий политический кризис, а столицу захватила волна демонстраций. В одну из них Рихард и угодил по чистой случайности, выходя из метро. Я был окружен полицейскими и увезен на грузовике куда-то на окраину города, вспоминает Рихард. После часа езды машина остановилась где-то в районе Вайзензе. Там меня держали 3 дня. 6 часов я должен был стоять около стены, и если пробовал пошевелиться, меня били. Я был совершенно ни в чем не виноват, но полицию это не интересовало. По прошествии 3 дней я был полностью готов и решил для себя: хватит. Вскоре я бежал в Австрию через венгерскую границу. Мой путь вел в Западный Берлин. Я понимал, что это не самое лучшее решение. Музыка становилась в жизни Рихарда более значимой.
Он быстро нашел общий язык с местной музыкальной тусовкой, начал играть в различных группах и участвовал в многочисленных демо-записях молодых западно-берлинских команд. После года, проведенного в Западном Берлине, Рихард снова вернулся на свою родину в Шверин, где начал работу над проектом Das Auge Gottes, которая оборвалась практически в самом начале. Именно тогда произошло знакомство Рихарда с будущим солистом Рамштайн, а тогда еще только барабанщиком группы Фестар Штилем Линдеманном. К тому же времени относится самый известный проект, в котором участвовал Рихард, Orgasm des Gimmick. Однако в один прекрасный день Orgasm des Gimmick Рихарду показались слишком скучными. И бросив на произвол судьбы группу, он занялся планами относительно того, чтобы собрать другую команду. Через некоторое время Рихард играл с Die Firma, где произошло его знакомство с будущим барабанщиком Рамштайна, Кристофом Шнайдером. Тогда же были сказаны первые слова о новом совместном проекте, который тогда еще никто не называл Рамштайн. И вот спустя некоторое время Рихард вместе с Тилем первый раз слетали в Америку. Именно после этого путешествия появились мысли о том, как важно сохранить свою индивидуальность, и возникла идея создать проект, связанный именно с немецкой музыкой. В 2002 году, после кризиса, едва не приведшего к распаду группы, Рихард переехал в Нью-Йорк окончательно. Однако нерастраченный креатив не давал Рихарду спокойно жить. В момент работы над 4-м альбомом «Райзе Райзе» Рихард послужил одной из причин очередного кризиса, в котором оказалась группа, и выход нашелся только тогда, когда Рихарду дали добро на работу над сольным проектом. Этот проект под названием Emigrate свет увидел в 2006 году. После его выхода Рихард был полон надежд съездить в тур со своим личным альбомом. Однако ему помешало то обстоятельство, что к тому времени уже было пора начать работу над новым студийным альбомом Рамштайн «Liebe ist für alle da». Вот так из простого паренька из Виттенберга получился талантливейший человек. И в заключение еще раз поздравляем Рихарда с днем рождения и искренне надеемся, что в следующем году наш спецвыпуск пополнится новыми знаменательными событиями и достижениями Гера Круске. На этом у нас все. С вами были Марина и Максим. До скорого!